Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас снимаю ваш таро-прогноз на сентябрь 2022 года. Помогут мне в этом руническое таро, а также Ленорман золотой нити. Именно эти колоды и просмотрят нам событийный ряд, с чем, собственно говоря, вы будете входить в осень. Поэтому настраиваемся на расклад, на просмотр ситуации. И посмотрим, к чему нам стоит готовиться. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы все перед вами. Надеюсь, вам хорошо видны, поэтому начнем. Итак, общая энергия месяца. Восьмерка мечей. У вас это карта ограничений. У каждого, безусловно, ограничения эти могут, знаете, проявляться по-своему. У кого-то ограничения в питании, либо, знаете, как ограничить себя во вредных привычках, попытки отказаться от табака, алкоголя, либо еще каких-либо нюансов. У кого-то избавиться от зависимости от лекарственных препаратов, либо наркотических веществ. У кого-то ограничить себя в эмоциях. Причем в эмоциях имеется в виду не только в плане эмоциональной зависимости, но и в плане их выражения. То есть, знаете, контролировать свои слова, свои поступки, свои действия. Карта, знаете, которая указывает на то, что нужно переждать. Нужно переждать некий период, собраться с мыслями, сделать правильные выводы и только после этого действовать. Но посмотрим, чего, в каком ключе, точнее, эти ограничения коснутся вас. Ох, здесь у нас падает аркан смерть. Сейчас дотяну. И девятка чаш. То есть не бойтесь, это не сами вопросы смерти. У вас смерть и девятка чаш – это все-таки изменение вопросов питания, потому что девятка чаш у нас указывает за пищеварение, за алкоголь, за прием чего-либо, в том числе каких-то там БАДов, лекарственных препаратов, наркотических веществ. Ну и здесь могу сказать, действительно, у кого-то будет ограничение в плане своих чувств и эмоций. То есть контролировать, как я сказала, да, себя внутренне. Хорошо, смотрим далее. Что вас ожидает в плане работы? По работе у вас двойка пентаклей. Это попытки совместить приятное с полезным. То есть это попытки вести два дела, два направления. Либо работать в одной нише, пытаться освоить другую. Попытки с кем-то построить какое-то дело, бизнес, либо кому-то присоединиться. Потому что, знаете, как вместе и легче преодолевать какие-то препятствия. Но, вы знаете, уже по крайней мере проложен путь. Есть понимание, куда двигаться, чего достигать и к чему стремиться. Если вы на текущем этапе своей жизни у нас не работаете, то есть вы не работающий пенсионер, вы домохозяйка, либо вы в декрете, то здесь обратите внимание, по рыцарю пентаклей у вас все стабильно, все без изменений. Почему? Потому что по вашим арканам это помимо социальных выплат, которые вы получаете, двойка пентаклей, деньги из двух источников дохода, да, получать какую-то помощь, дотацию, допустим, от своих близких. Если же вы у нас в статусе соискателя, то по тройке пентаклей это найти работу, это трудоустроиться. Но здесь может быть как совмещать две вакансии, две должности, два направления, либо как знать, но возможно вы будете даже действительно работать на двух работах. Если мы смотрим ситуацию для тех, кто у нас наемный сотрудник, то двойка пентаклей и рыцарь мечей. Это переменные, конфликтные ситуации, которые могут вас застать врасплох. Как следствие, это, знаете, заранее искать себе альтернативу. То есть, если вы осознаете и чувствуете, что на работе накал страстей, не клеится обстановка с коллективом, либо с работодателем, то, это, знаете, как подготовить себе почву. Почву к этим переменам, чтобы вам было куда и на что уйти. Если же у вас свой собственный бизнес, то обратите внимание, что по шестерке чаш у вас здесь могут быть желания, перспективы, возможно, заняться той деятельностью, которой вы занимались ранее, либо той группой товаров или услуг, которые вы предлагали, или же возобновить свою работу, свои взаимоотношения с теми партнерами, с которыми вы сотрудничали ранее. Ну и у кого-то это еще как цель и желание привлечь кого-то из родственников в свою структуру, в свой бизнес, в свое детище. И если мы посмотрим ситуацию с точки зрения финансов, то здесь обратите внимание, все стабильно, все прекрасно, десятка пентаклей. Паруса наполнены ветром, как говорится, жизнь полная чаша. Это как семейное дело, семейный доход. Это могут быть какие-то инвестиции, которые принесут хорошие дивиденды. Да, здесь, безусловно, могут быть траты на семью, а также траты на отдых, но вместе с тем, знаете, говорю, поперло, деньги пошли.
Ну, то есть, если даже для кого-то это кризисная ситуация, то знаете, как научиться зарабатывать во время кризиса. Потому что четкое понимание рынка, держать нос по ветру, ну и как следствие реализовать задуманные проекты. С точки зрения состояния здоровья, по королю Пентакли это рекомендация просто обратить внимание на сердечно-сосудистую систему, на уровень холестерина, чтобы избежать этих холестериновых бляшек. В остальном я не вижу у вас каких-то проблем, это стабильное самочувствие, то есть хорошие физические ощущения, да, вашей физической оболочки, так эмоциональные, ментальные и душевные. Поэтому здесь все в порядке. Если смотреть вопросы личной жизни, вот здесь у нас повешенный. Неоднозначный такой аркан. Почему? Потому что, с одной стороны, он может показывать застой в вашей жизни, а с другой стороны, это пересмотреть текущее положение вещей под другим углом. Знаете, как другой взгляд, иной взгляд, либо посмотреть глазами вашего партнера или партнерши на ваши взаимоотношения. То есть оценить ситуацию иначе, не так, как видите ее вы. Ну, сейчас будем выяснять. Итак, если на данном этапе своей жизни вы свободны, то здесь ситуация останется неизменной. Повешенный и отшельник так и оставаться в состоянии свободы, свободного полета, как мы здесь видим. Но может у вас идти осознание, либо переоценка системы ценностей. Комфортно ли вам? А следует ли что-то менять? Если да, то каким образом это изменить? То есть это в первую очередь у вас здесь идет духовный и личностный рост, ну и трансформация, которая приведет к вас к этим переменам. Если же вы в любовных треугольниках, то, как показывает аркан, повешенная девятка пентаклей – это самое такое достаточное одиночество. Почему? Потому что, называем вещи своими именами, вы будете использовать партнера или партнершу. Это как потребительское отношение, это преследование своих, возможно, даже корыстных целей, либо просто зоны комфорта. Но выстраивать что-то стабильное, долгосрочное вы здесь не намерены. Кто-то даже может прийти к мнению, что пора поставить паузу в этих отношениях, в этом общении, потому что вам так удобно, то есть на текущем этапе. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, то по королеве жезлов это может прийти осознание, но это в первую очередь со стороны мужчин, потому что повешенная королева жезлов, что, либо не цените свою партнершу, либо не вкладываете в нее свою энергию, либо недооцениваете, то есть либо не видите ее таковой, какая она есть. Потому что на самом деле повешенная королева жезлов – это энергия, которую вы получаете от партнера, ею заряжаетесь, то есть то, что меняется в вашей жизни в положительную сторону. Если смотреть на женщину, то повешенный и королева жезлов – это осознание того, что из-за партнера, который находится рядом с вами, стопорится ваша энергия, ваше раскрытие вашего потенциала. Но будут попытки либо общаться, говорить на эту тему, либо попытки что-то здесь менять в этом союзе, в этих взаимоотношениях. Совет. У вас такой же совет, как и у весов. Девятка жезлов. По девятке жезлов это позаботиться о своей безопасности, о своей стабильности, о своем уровне защиты и комфорта. О том, чтобы вы чувствовали себя самодостаточно, уютно и безопасно. То есть это, знаете, как создать себе почву, нишу, условия для того, чтобы вас ничего не беспокоило. Это вот такой один из ключевых моментов. Посмотрим сейчас с точки зрения неожиданных событий, что здесь. Как мы видим, у нас здесь ложится кольцо, женщина, тучи. Это переживание из-за взаимоотношений женщины. То есть в первую очередь здесь это отыгрывается для мужчин, потому что дно колоды гора – это какие-то препятствия, блоки. Змея, рыбы, женщина. Потому что здесь, смотрите, какая ситуация. Переживание из-за чего? То есть если для мужчины, то есть вы понимаете, что вы не тянете, либо как-то некорректно себя в этом союзе ведете. Для женщины, змея, рыбы и женщина, вам не хватает эмоций, вам не хватает финансовых вложений в вас. Из-за этого может расти какая-то обида и, знаете, как невысказанные какие-то претензии, невысказанные какие-то нюансы, которые могут приводить к конфликтам в вашем союзе. Вот смотрю, у вас по картам клевер, ключ и, как мы видим, путь. Здесь нет карты развилка. Это как найти наиболее оптимальное решение в этом вопросе, в этой ситуации. То есть найти путь и выход из этой проблемы. Поэтому у вас здесь все прекрасно, все в порядке. Месяц, могу сказать, значимый. Причем не только у вашего знака зодиака, он значимый у многих. Месяц для кого-то даже, как я говорю, потрясений.
В любом случае, моя задача весь негатив для вас перекрыть позитивом. Негатив никому не нужен. Поэтому сейчас закроем его соответствующими арканами. Так, стабильного вам движения, ветра в ваши паруса, самодостаточности, зрелости, ну и реализации всех задуманных планов, целей или идей. Я вам искренне от всей души этого желаю, но от вас, как всегда, по прошествии времени жду весточки относительно того, как отыгралась или не отыгралась для вас эта информация и какие перемены произошли в вашей жизни. Я вас искренне благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь и до новых встреч.